السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير. في البداية أود ترحيب. Уважаемые дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова за полезный переговор, который мы провели сегодня. Его визит в Доху идет в русле тех отношений двусторонних между нашими странами, которые развиваются на постоянной основе по решению руководителя государства. Сегодня мы поговорили по всем сферам двусторонних отношений, будь то в экономической, спортивной, военно-технической областях. Высоко ценим отношения между Катаром и Российской Федерацией, которые в последнее время укрепились. Также высоко ценим положительную роль России, которую она играет в разрешении тех проблем, которые представляют интерес для России. Ценим те призывы, которые направляет и сигналы направляет Россия заинтересованным игрокам и странам для разрешения и нормализации ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. В ходе сегодняшней беседы мы также обсудили те вопросы, которые представляют взаимный интерес. Это, в первую очередь, была Сирия. То развитие обстановки, будь то в политическом треке или на земле, на севере Сирии, подтвердили твердую позицию Катара в том, что политическое урегулирование является единственным решением кризиса в Сирии. И это решение должно, в первую очередь, учитывать интересы сирийского народа. Когда мы говорили о Ливии, мы указали на необходимость восстановления безопасности в этой стране. Необходимо, чтобы армия была единой, чтобы государство было единым. Необходимость движения по реализации Схиратского соглашения для укрепления государственных органов. Также объединились мнениями по палестинской проблематике, мирному процессу, совместным усилиям по преодолению раскола между палестинскими фракциями, подчеркнули важность того, чтобы эти разногласия, раскол был преодолен. Высоко оценили усилия России на этом направлении, когда она приняла у себя встречу палестинских фракций. Высоко оценили те усилия, которые она делает для того, чтобы палестинские фракции вступили в будущие переговоры с израильской на здоровой единой платформе. И также вновь хотел бы подчеркнуть нашу заинтересованность в том, чтобы продвигаться вперед по пути развития двусторонних отношений. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить наших хозяев за гостеприимство, радушный прием. Мы провели сегодня обстоятельные переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Аль-Тани. А ранее, сегодня утром, я был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, которому передал самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе бесед мы подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога, доверительного диалога, взаимополезного, заинтересованность в расширении российско-катарского практического взаимодействия в самых разных областях. Мы едины с нашими катарскими друзьями в необходимости и далее наращивать торгово-экономический обмен и стимулировать взаимную торговлю. Приветствовали усилия, которые предпринимаются по линии совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ее очередное заседание состоится в Москве 10 апреля. Там же будет проходить в эти дни 4-я международная выставка «Арабия Экспо»
и 12-я сессия Российско-Арабского делового совета. Мы дали высокую оценку достигнутому уровню взаимодействия между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством, а также участию Катарского инвестиционного агентства в акционерном капитале Роснефти. Привлекли внимание к интересу российских компаний нефтегазовых, помимо Роснефти, это и Лукойл, и Зарубежнефть, и Газпром, и Новотек, к тому, чтобы прорабатывать взаимовыгодные проекты с катарскими партнерами. Договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке энергоносителей, в том числе на площадке располагающегося в Дохе форума стран-экспортеров газа. В ходе моего пребывания, после наших переговоров, я посещу штаб-квартиру форума стран-экспортеров газа и встречусь с его генеральным секретарем Юрием Сентюриным. Упоминали мы о том, что наши страны сотрудничают и в спортивной сфере. После успешного проведения чемпионата мира по футболу в Москве следующий чемпионат состоится в Катаре в 2022 году. И мы отметили, что соответствующие структуры двух государств поддерживают плотные контакты. Мы будем готовы делиться нашим опытом и советовать нашим катарским друзьям о том, как лучше подойти к проведению этого мирового первенства с учетом тех решений, которые принимались и оправдали себя во время подготовки чемпионата мира в России. По международным вопросам мы особое внимание, разумеется, уделили ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, прежде всего в Сирии, Ливии, в Сомали. Мы с партнерами исходим из необходимости скорейшей стабилизации ситуации в этих странах при опоре на международное право и через всеохватывающий инклюзивный политический процесс, в котором не может быть места экстремистам, какими бы лозунгами они ни прикрывались. Много говорили о ситуации в палестино-израильском конфликте. Мы за то, чтобы урегулировать этот конфликт на общепризнанной международно-правовой основе, и за то, чтобы всячески содействовать восстановлению палестинского единства как важнейшей предпосылки для возобновления результативных прямых переговоров с Израилем. Затронули ситуацию в зоне Персидского залива. Россия искренне заинтересована в том, чтобы эта ситуация нормализовалась во всех своих аспектах, в том числе с учетом тех идей, которые Россия последние годы продвигает в рамках концепции создания системы коллективной безопасности в Персидском заливе, который является стратегически важным регионом мира. Еще раз благодарю наших катарских друзей за гостеприимство и приглашаю своего коллегу нанести визит в Российскую Федерацию в удобные для него сроки. مرحبا هيثم أبو صالح قناة الجزيرة. سؤالي طبعا لسعادة Вопрос от канала Аль-Джазира. Вопрос министру Лаврову. Владимир Путин пригласил Нетаньяху и призвал его урегулировать, нормализировать ситуацию на палестинских территориях. Несколько дней назад прошла информация о том, что президент Российской Федерации может приехать в регион, в Катар, в первую очередь. А также вопрос катарскому министру. Есть ли какие-то прогресс на переговорах по нормализации ситуации в районе Персидского залива, и разговаривали ли бы об этом сегодня с министром Лавровым? Спасибо. Что касается визита в Российскую Федерацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то, конечно же, в ходе этого визита обсуждалась ситуация в палестино-израильском урегулировании. Мы подтвердили уже неоднократно излагавшуюся нашу позицию о заинтересованности России в скорейшем преодолении тупика в этом урегулировании и подтвердили нашу готовность принять в Российской Федерации руководителей Израиля и Палестины, Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса, для того, чтобы они возобновили прямой диалог без каких-либо предварительных условий. В свое время об этом нас просили
израильские коллеги, включая самого Биньямина Нетаньяху. С этим согласился и Махмуд Аббас. Наше предложение остается в силе. Мы считаем, что это было бы очень важным шагом в деле восстановления доверия, как минимум. А без этого невозможно рассчитывать на дальнейшее продвижение в палестино-израильском урегулировании. الوزير لافروف يبدو أن يعني لم أسمع الترجمة بشكل جيد ولكن لم تجبني حول سؤال زيارة الرئيس الروسي إلى قطر والمنطقة. Еще раз повторите, пожалуйста, потому что у меня шел арабский язык. Тут меняются каналы непонятно каким образом. أرجو نعم أود أن سألتك حول زيارة للرئيس Вопрос الروسي насчет فلادимير визита президента Путина. نعم السفير الروسي لدى الدوحة Посол России в Катаре говорил о том, что возможен визит президента России в регион и в Катар. Есть ли уже срок этого визита? Я не понял, что этот вопрос был ко мне. Президент России был приглашен Его Высочеством эмиром Катара посетить ваше государство. Он это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран. Когда этот визит состоится, предстоит определять протокольным службам глав государств. Что касается вашего вопроса о прогрессе в преодолении кризиса в заливе, и обсуждали ли мы этот вопрос с министром Лавровым, то до сих пор никакого прогресса здесь нету, либо прогресса в усилиях кувейтского эмира Сабаха. Тем не менее, мы готовы к диалогу. Также есть усилия определенной со стороны американцев для того, чтобы положить конец разногласиям в Персидском заливе. Но до сих пор никакого прогресса здесь нету, ничего не содействовало бы тому, чтобы к этому моменту мы преодолели разногласия между нашими соседями. Позиция государства Катар известна с самого начала. Мы готовы к диалогу, будь в тот же самый момент, когда те, кто наложили на нас блокаду, будут готовы. Но до сих пор они не соглашаются говорить с нами. Мы обменялись мнениями с Россией по текущей ситуации, по тому, как нам преодолеть негативные последствия для всего региона, которые, возможно, также сказываются на двусторонних отношениях, и с тем, чтобы совместно как-то попытаться добиться улучшения обстановки на Ближнем Востоке в целом. Сергей Викторович, в рамках ваших переговоров с катарской стороной была ли затронута идея создания рабочей группы по окончательной нормализации обстановки в Сирии? Какая перспектива начала работы такой группы, начала работы такой идеи в свете продолжающихся провокаций Тахрир аш-Шам, которые контролируют большую часть Идлиба в Мухафазах Латакия, а также на севере Хама? И если да, начнет работу такая группа в ближайшее время, то какую роль в ней призвана сыграть Доха? معالي الوزير السؤال الثاني لحضرتك ما أسباب التي تجعل Второй вопрос катарскому министру. Есть ли какой-то прогресс в вопросе возвращения Сирии в арабскую семью и в Лигу арабских государств? У вас был такой длинный вопрос, а ответ на него короткий. Нет, мы эту тему не обсуждали. И я не думаю, что нужны какие-то рабочие группы по Сирии создавать. Есть общепризнанный астанинский процесс.
в котором правительство и вооруженная оппозиция при посредничестве России, Турции, Ирана ведут диалог и достаточно успешно. Уже есть зримые, осязаемые результаты. В этом процессе участвуют в качестве наблюдателей представители ООН, Иордании. Раньше участвовали Соединенные Штаты, но потом они решили отказаться от присутствия на соответствующих встречах в Астане. Но мы не исключаем, что могут появиться и дополнительные наблюдатели в этом процессе. Есть, конечно же, и институт специального посланника генерального секретаря ООН по сирийскому регулированию, и есть страны региона, которые заинтересованы в том, чтобы этот кризис поскорее разрешился. Мы контактируем со всеми нашими региональными партнерами, работаем не только в рамках астанинского формата, а во всем этом важном регионе со всеми странами, которые так или иначе могут влиять на процесс сирийского урегулирования, и будем эту работу продолжать. У нас контакты есть и, как вы знаете, с представителями так называемой малой группы, в частности, с ее западными участниками. Работали мы вместе с нашими турецкими коллегами, с французами и немцами, в том числе состоялся саммит в Стамбуле вот этой четверки России, Турции, Германии и Франции. И есть у нас канал, по которому мы обсуждаем ситуацию в Сирии с нашими американскими коллегами, как между военными, так и по линии внешнеполитических ведомств. Так что, мне кажется, это достаточно разрозненная, разветвленная такая сеть контактов, которые могут и должны привести в конечном итоге к результату. Искусственно создавать какую-то новую группу едва ли имеет смысл. Но напомню, что существует, до сих пор формально существует созданная Россией и США при поддержке ООН международная группа поддержки Сирии, которая вот в пленарном формате давно не собиралась, но две созданные целевые группы, вот этой международной группы поддержки Сирии, целевая группа по поддержанию прекращения огня и целевая группа по гуманитарным вопросам в Сирии, они регулярно 2-3 раза в месяц встречаются в Женеве, и в эти группы входят представители более чем 20 стран, включая и страны региона, и страны Запада, и Российскую Федерацию, Китай, Иран и так далее. Так что нет недостатка в механизмах. Важно только, чтобы все руководствовались резолюцией 2254, как это делаем мы в астанинском формате, добиваясь того, чтобы вопросы сирийского регулирования решали сами сирийцы, и чтобы им никто не мешал, как это попытались сделать некоторые наши западные партнеры в декабре прошлого года, когда они добились того, чтобы отложить формирование Конституционного комитета. Мы воспринимаем это без какой-либо истерики. Мы завершим работу, начатую в астанинском формате. И уверен, что наши ООНовские коллеги осознают свою ответственность за скорейший созыв этого механизма. Спасибо. Что касается вопроса возвращения Сирии в ЛАГ, то наша позиция пока не меняется. Мы считаем, что на земле в Сирии не произошло ничего, что поменяло бы нашу позицию, что изменило бы общий подход к этому вопросу. Безусловно, в первую очередь мы будем добиваться тому, чтобы руководство Сирии отвечало всем интересам народа и представляло весь народ. If possible, I'd like to speak in English. I have two questions for both ministers. Last year, it was reported that Qatar was buying S-400 air defense missile systems from Russia. This caused some problems with Saudi Arabia. I just wanted to ask what the status of that deal is. Have they been delivered?
When will it be delivered? If not, and do you expect more military deals between the two countries? Secondly, ongoing in Doha at this very moment are talks with the Taliban. Previously, Russia hosted talks with the opposition. I just wondered if both countries believe there will be a favourable outcome with regards to these talks, which you're both involved in. Thank you very much. بالنسبة لمشتريات Что regarding the arms sales of that Qatar has Что with Russia or касается with тех any сделок, other country, которые we существуют believe между whether Россией и Saudi Катаром or any other country, или they have, Саудовской Аравией, it's то none of their business. It's мы a sovereign считаем, что decision это that should be суверенное taken решение каждой из by сторон, the state of Qatar. и There мы is здесь a не играем discussion никакой роли. about procurement of various military equipment Мы обсуждали from Russia. различные аспекты военно-технического There is сотрудничества с Россией. no any understanding У нас yet нет on никакого понимания this окончательного particular weapon, which is the по S-400, конкретному and there are вопросу. technical Это С-400. committee team that they are Есть studying технические what kind of команды, options they, специалисты, которые обсуждают, they can какие есть benefit from перспективы, each other. We have опции this technical cooperation на agreement in the взаимовыгодной defense основе для between обеих the two сторон. countries, У нас and есть соответствующие the team каналы военно-технического сотрудничества. Which came out of this agreement. They are going to come up with set И of насколько мы знаем, recommendations что that эти suits команды, Qatar's эти группы requirement. Regarding предоставят свои the предложения, talks которые of будут отвечать Taliban and потребностям the и US заинтересованностям and Doha, Катара. Что there are касается ongoing вопросов, rounds about these что talks. касается We have to вопросов be переговоров always между optimistic американцами и because, again, we need to Талибаном bring peace to в Afghanistan. Катаре, What то has они been продолжаются. Мы done in заинтересованы и Russia is выступаем a за то, position чтобы meeting. мир We are воцарился fully на aware афганской about, and we have our земле. envoys Мы are также, coordinating and speaking with each other. что касается And we are наших going to контактов continue с Россией по coordination этому and вопросу, consultation то with у нас our есть international специальные partner. We представители, appreciate каналы связи, everyone поэтому мы, безусловно, role in продолжаем bringing peace and обмениваться stability to мнениями с Россией Afghanistan по этому because we вопросу. believe Мы that this выступаем is the за benefit of то, чтобы of все everybody. силы, которые At the end, заинтересованы в одном и том же с we, нами, the а именно в result and the принесении peace мира cannot be на brought афганскую by force or by землю, war. они It has to участвовали в be этом, brought by и peace мы talks. выступаем за то, And что Qatar's continuing its решение role as a афганской mediator проблемы in возможно different только мирными conflicts, путями, без and this is применения one of them that we вооруженной hope силы. that will have a successful outcome very soon. И надеемся, что те переговоры, которые Я проходили... могу только подтвердить то, что сказал мой коллега и друг относительно нашего военно-технического сотрудничества. Оно регулируется в двустороннем формате. Мы подписали 1,5 года назад межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подтвердили сегодня необходимость этим документом руководствоваться. И когда будут поступать от наших катарских партнеров заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы эти заявки будем, разумеется, рассматривать. Что касается афганского регулирования, да, мы следим, конечно же, за переговорами, которые в Дохе идут между американцами и представителями талибов. У нас талибы тоже бывали в Москве в рамках тех мероприятий, которые мы проводим в интересах мобилизации усилий международного сообщества, прежде всего соседей Афганистана, на содействие самим афганцам в начале значимого политического процесса. И хорошо, что сейчас уже никто на эти усилия косо не смотрит. Были попытки, когда мы только начинали этот процесс, были попытки со стороны наших американских коллег нас обвинять чуть ли не в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, хотя все прекрасно знали, что сами американцы с талибами регулярно встречались и в то время. Сейчас эта вот нервозность в Вашингтоне, по-моему, уходит, и специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию, господин Халилзад, периодически встречается с моим заместителем, у них налажен хороший контакт, и они, по-моему, это очень полезное дело, не пытаться соперничать искусственным образом, а объединить усилия, потому что и Россия, и Соединенные Штаты, и, конечно, соседи Афганистана, и другие страны могут помочь афганцам начать тот самый национальный диалог, который только один и может привести к прекращению этого конфликта.
Игорь Жданов, Rush Today. У меня вопрос Сергею Викторовичу Лаврову, но по несколько другому региону, именно по Венесуэле. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне не стесняются следовать доктрине Монро в отношении Венесуэлы. На ваш взгляд, насколько правомерно вообще сейчас ссылаться на доктрину, которая уходит своими корнями в XIX век? Спасибо большое. Ну, мне кажется, что после того, как в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика задних дворов оскорбительны по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны, потому что он-то упомянул применимость доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил-то он всю Латинскую Америку. Тем более, что какое-то время назад, несколько дней назад, из Вашингтона на официальном уровне прозвучала угроза, что Венесуэла – это не конец истории, и что следующие на очереди будут Куба и Никарагуа. Так что задуматься над этой философией, над этой политикой надо прежде всего странам региона. Ну, а Джон Болтон известен своими высказываниями, я его хорошо знаю, мы с ним давно знакомы. Вот тут он недавно в Твиттере написал своем, что Мадуро лжет, будто бы Россия поставила ему партию медицинской помощи, медикаменты и лекарства. На самом деле, я не знаю, откуда он такие берет сведения, но мы некоторое время назад поставили венесуэльскому государству, народу Венесуэлы, по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения 7,5 тонн медикаментов, так что никто никого не вводил в заблуждение, а Джон Болтон, видимо, услышал от кого-то неправильную информацию и решил ее тут же распространять на весь мир. Поэтому я бы все-таки придерживался необходимости следить за делами, за конкретными. И в этом смысле нас беспокоит то, что Соединенные Штаты намереваются делать в Венесуэле. И я об этом сказал прямо Майку Помпео, когда он мне позвонил 1,5 дня назад и выражал обеспокоенность, что в Венесуэле руководство Венесуэлы угрожает господину Гуайдо. Ну, я сказал, что вообще никто никому не должен угрожать, потому что американцы угрожают всему венесуэльскому народу фактически, требуют от армии, значит, нарушить присягу, подстрекают к мятежу, к самому настоящему. Поэтому если уж кто и должен беспокоиться о том, чтобы не прибегать к политике угроз, так это сами Соединенные Штаты.